Приветствую вас! Этот странного вида автомобиль, который не был похож ни на один выпускаемый серийный автомобиль, появился благодаря американским военным. Именно армия искала еще с 40-х годов прошлого века небольшую, легкую тактическую машину, способную с легкостью преодолевать не только бездорожье, но и водную преграду. А после Второй мировой войны американские военные инвестировали значительные средства в разработку нового оборудования, позволяющее достичь преимуществ в войнах будущего. И в начале 50-х годов они начали искать компании, готовые взяться за это дело. И этой компанией стала Curtiss-Wright, выпускавшая знаменитые самолеты П-40 и СБ-2К Helldiver. Ведь они прекрасно понимали, чтобы транспортное средство передвигалось с равной способностью как по земле, так и по воде, то нужна ему была воздушная подушка. А воплотить в жизнь эту идею можно лишь соединив авиационную и автомобильную технологии вместе. А этого добиться было сложно, ввиду того, что эта технология только начала развиваться. И инженерам пришлось создавать в 1959 году автомобиль по сути вслепую, методом проб и ошибок. Кузов будущего автомобиля, который имел название Curtiss-Wright модель 2500 Aircar, был создан совместно с компанией Studebaker-Packard, которая была в то время крупным производителем в оборонной промышленности. Aircar был построен из сварных стальных труб, покрытых листовым металлом. И он был оснащен двумя авиационными двигателями Lucaming мощностью 180 лошадиных сил, которые установили один спереди, а другой сзади. Они же в свою очередь с помощью редукторов вращали два четырехлопастных вентилятора для создания подъемной силы и способную поднять машину на 38 см от земли и для движения вперед со скоростью 60 км в час или назад. Для обеспечения управления и торможения воздух от внутренних вентиляторов направлялся через поворотные воздуховоды, расположенные по бокам. Управление автомобилем осуществлялось с помощью руля, расположенного в двухместной кабине посередине, с откидным верхом и приборной панелью в автомобильном стиле. Для большего сходства с автомобилем инженеры установили двойные передние фары, задние фонари, указатели поворота, автомобильные бамперы и крылья. В 1960 году армейское командование транспортных исследований приобрело два опытных автомобиля для дальнейших испытаний, но после нескольких месяцев они были признаны неудовлетворительными для использования в армии. По причине сильного шума в салоне от двигателей, низкой грузоподъемности, так как она составила всего 450 кг, а также проблемы с прохождением слегка холмистой и каменистой местности, хотя он отлично проходил по ровной земле и воде. После того, как военные отвергли проект, стало понятно, что у данной модели нет будущего, и чтобы спасти проект, было решено изменить автомобиль для гражданского использования. Для этого автомобиль под названием B планировали уменьшить в размерах и немного улучшить характеристики. Но и он потерпел крах ввиду его стоимости, которая составляла $15 тысяч, что по тем временам было целым состоянием. Поэтому проект по созданию автомобиля на воздушной подушке в 1961 году закрыли, а компания Curtiss-Wright вернулась к своему основному производству – оборонной промышленности. А оба прототипа еще существуют и дожили до наших дней. Один из них находится в музее транспорта армии США Форт Юстис, штат Вирджиния, в хорошем состоянии. Другой возле склада в Нью-Джерси и нуждается в восстановлении. И если мой ролик вам понравился и был полезен, не забываем ставить лайк. Приветствую ваши комментарии под этим видео. Желаю всего хорошего. Пока-пока.